У нас тут неприятности с Мюрдьяблем, ну, с утопцами. И неприятности такие, которые твой серебряный меч как раз разрешит. Дай-ка угадаю. Рвут сети, жрут рыбу, а иногда нападают на одиноких моряков, если кто ночью возвращается по берегу из корчмы. Если б только так. В нашем заливе твари хуже, чем на Большой Земле. Как после захода солнца нападают, так и днем. Наш-то не только на рыбаков охотится, но и на воинов. Их тела потом море выбрасывает, доспехи разорваны в клочья, кишки выжраны. Странно. Есть какие-нибудь свидетели? Рюрик, мой ученик, был в лодке, на которую Мюрдьяблен напали. Есть еще Туве, у которой убили мужа. Она живет здесь, недалеко, немного выше. Боюсь, никого больше не припомню. Те, кому приходится иметь дело с этими тварями, редко возвращаются живыми на сушу. Поговорим сперва о награде. Что-то она больно скромная на мой вкус. Дорого. Но, может, оно того стоит. Ладно, заплачу, сколько просишь. Я принимаю заказ. С утопцами я уже не раз имел дело. Скоро все будет кончено. Вот тебе мое слово. Ну вот, опять дождь. Это необычный туман. Есть что сказать напоследок? Ты сукин сын! Чародей! Етить, колотить! Быстрее!
Хорошо, что ты здесь. Ну так как? Поможешь старому Нидосу раздобыть черную жемчужину для жены? Скорее бы со всем этим делом покончить. А то уж кости ломит от этой сырости. Пойдем, только готовься к тому, что кости у тебя ломить не перестанет. В сухом месте мы жемчуга не найдем. Ясное дело. Но на войне-то и не такие вещи терпеть приходилось. Под Розрогом сражались мы по пояс в болоте и в... Эх, да что там говорить. Молодежь история не интересует. Пойдем, лагуна тут рядышком. А что это у тебя мечи не на поясе? Бодро ты маршируешь для своих-то лет. Ты бы видел меня в молодости. Я за день 30 миль делал с полной выкладкой. Пришли. Говорят, как нырнешь под воду, тут сразу раковины и видно. Беда в том, что не во всех есть жемчуг. А уж черные жемчужины и вовсе редкость. Но если поискать, что-нибудь непременно найдешь. Ага. Значит, нырять буду я. Но, видишь, какое дело. Я всю жизнь в пехоте лямку тянул, так что по морю не сильно тоскую. И легкие уже не те, так что... Да. Ну что, клиент всегда прав. Не понос так золотуха.
Боюсь, долго не выдержу. Зараза. Должно быть, я их плеском привлек. Ты как? Задели меня чуток. Но уж если я после Содена прочухался, так и тут выдержу. Так как там получилось? Черная жемчужина, как ты и хотел. Прекрасная, редкая, как моя Летта. Но, как говаривал коннетабль Наталис, заслужил ты медаль или даже недельный отпуск в борделе. Мне и денег хватит. Ну да, конечно. Послушай, тут такое дело. Глупо, конечно. Только я не взял с собой золото. Не пытайся меня обмануть. С чего бы мне перед ведьмаком подставляться? Я старый, но не глупый. Встретимся в Новиграде. Тогда я тебе и выплачу все до гроша. Слово пехотинца. А что это у тебя? Давай.
Рад помочь. Если глаза мои не врут, меня посетил сам Белый Волк, воин, философ, герой-любовник, Кто-то наболтал тебе ерунды. друг самого великого мастера Лютика. Великого мастера Лютика? Ну как же, он памятник тебе воздвиг прочнее, чем в бронзе. Когда ты встретишь его, Белый Волк, передай ему слова признания от Сигурда, самого преданного поклонника его таланта. Когда я его встречу, то скажу, что думаю о его фантазиях. Как можно обижать поэта? Я сам с кузнечного дела живу, но всегда мечтал ковать слова. Покажи мне свои товары. Не хочешь сыграть в карты? В Гвинт, к примеру.
совсем не страшно. Приблуда. Пусть твой топор никогда не затупится. Крайт с 3 товарищами на Ундвик отправился. Лук, топор и меч. Однако найти меня было непросто, поскольку, как узнал ведьмак, я перешел дорогу воротилам новиградского преступного мира и исчез. В конце концов, Геральт выяснил, что я попал в застенки храмовой стражи. С помощью друзей Геральт в конце концов сумел освободить меня. И правильно сделал, потому что я знал, что случилось с Цири. К сожалению, девушки уже не было в городе. Спасаясь от преследования Громила, затем попав в окружение храмовой стражи, Цири вынуждена была телепортироваться. Куда она попала, этого я тогда еще не знал. Ну давай, не стесняйся. У меня найдешь все, что нужно. Почет тебе и уважение от людей улицы, ведьмак. За дежурство в такую погоду могли бы и доплачивать. Боги, костлявые. Ай, не понос так, золотуха. Геральт, ведьмак и ловец жемчуга. Прошу, вот твои деньги. Ты их заслужил. Без тебя я бы не справился. Оно того стоило? Думаю, да. Летте должно быть приятно. Она что, ничего не сказала? Лето ничего уже не говорит. Давно. Понимаешь? Лето больна. Что-то у нее... Что-то с головой. Сначала начались провалы в памяти. Потом она перестала людей узнавать. Даже меня. А теперь... Теперь и не говорит уже. Я-то думал, как увидит она эту жемчужину, хоть что-то в ней проснется. Она хоть поулыбается. Знаешь, мы часто говорили об этом глупом обещании. Это у нас шутка была такая, только наша. Много лет. Но не помогло. Мне очень жаль. Мне тоже. Мне тоже. Ну, будь здоров, Геральт. Счастливого пути. И не напойся. Браво, ведьмак! У меня есть тема для следующей баллады.
Сука. Чародеев дому своем укрывает. Чем могу служить? У меня есть немного денег, я хотел бы обменять их на кроны. Вы попали по правильному адресу. У нас самый выгодный курс в городе. Последний раз приказываю. Сдавайте. Не откладывай на завтра! Купи Я сегодня! знаю, что казармы охот- Со слов Йеннифер из Венгерберга, на Скеллиге произошел магический взрыв, который уничтожил значительную часть древней пущи и, видимо, был связан с появлением Цири. Геральт отправился на острова, чтобы присоединиться к чародейке и вместе с ней попробовать найти следы девушки. На месте оказалось, что друид Мышевур запретил Йеннифер исследовать уничтоженный лес. Но с помощью ярла Краха Анкрайта его удалось переубедить. Для друзей у нас есть сердце, а для врагов топор. Помни об этом. Я за тобой слежу. И гляди-ка, чего море выбросило. Эй, ты! Ты с какого клана? Ни из какого. Я с большой земли. Здесь пьют только воины Скельге. Мне не нужны неприятности. Глядите, люди! Стоило повысить голос, а он уже поджал хвост, как пес, заслышавший волчий вой. Жрать хочешь? Так выходи во двор и жди. Что мы в мисках оставим, Ильги за плетень выкинет. Кто путешественника под свой кров не примет, тот стыдом себя покроет и позором. Или отец вас не учил? Думай, что говоришь о моем отце, Йорунд. Не то спать будешь под курганом. А ты, чужак, запомни, здесь не Каэр Трольде, а мы не Анкрайты. Нам не нужны гости. Тебя, значит, путники не раздражают. Меня раздражают глупцы. Неважно, откуда они родом. Геральт из Ривии, ведьмак. Йорунд, сын Сигвальда. Если тебе не с кем выпить, садись со мной. Поделюсь медом и рассказами. Что это значит? Ну, чего еще? Покажи, что продаешь. Все самое лучшее.
Только приблуды из большой земли все равно ничего не смыслят ни в еде, ни в выпивке. Предлагаю сыграть в гвинт.
Ну, чего еще? Предлагаю сыграть в Гвинт. Да, Геральт. Я редко вызываю такое оживление.
Должно быть, нечасто у вас здесь гости с большой земли. Конечно, нет. Если кто из Тимерии или Редании и отважится приплыть на Скеллиге, то заходит скорее в Каэр-Трольде. Там порт хороший, купцов много. И Ярл на приезжих благосклонно смотрит. Эти двое ребят, которые ко мне прицепились, кто они такие? Кори и Краки. С ними одни неприятности. Так же, как и с Лейфом, их отцом. А это кто? Интересная фигура? Это смотря кому. Если тебя интересуют лжецы и трусы, то очень даже интересная. Я видел твое объявление. Подробнее можешь рассказать? Что у вас за чудовище? Я так думаю, это дух. Или еще какой морок. Он появляется на Эльдберге у маяка. Ох, начиналось все безобидно. Однажды ночью маяк не зажегся, а без него корабли не могут безопасно пристать к Оренбьорну. Вот двое наших и пошли проверить, что случилось. Дай угадаю, они не вернулись. Нет. И о Микеле, смотрителе маяка, тоже ни слуху, ни духу. Позвал я пару мужиков, поплыли мы на помощь. Но когда мы уже были у острова, я повернул обратно, потому что на берегу я увидел призрака. Ты, наверное, думаешь, что я трус, но одним железом там не справиться. Единственное, что я мог сделать, собрать со всей деревни золото для награды. Как поможешь, будет твоим. Йорунд, ты мне нравишься, но дело есть дело. Тебе придется немного добавить. Отлично. Да будет так. По рукам. Я посмотрю, что удастся сделать. Спасибо, Геральт. Хороший ты мужик. Это за ним, должно быть, Ярл посылал. Мы служим той, что вечно дева, мать. На что ты уставился? Нехорошо. Обычное привидение. Даже если оно исчезнет, это ничего не изменит. Он почти успел спрятаться. Почти.
Эй, есть там кто? Как ты сюда попал? Приплыл. Это же остров. Ты, Микель, сторож маяка. Меня прислал Йорун Саренбьерна. Откуда здесь все эти призраки? Последний раз я такое видел под Вергеном, когда... Ниоткуда. Вот именно, что ниоткуда. Пламя вспыхнуло и тут же погасло. С этого все и началось. Я пошел сюда за маслом, выхожу из дома, гляжу, туман поднимается. А тут духи как полезли и на меня. Вбегаю я внутрь, задвигаю щеколду и слышу вроде как кто-то шепчет мое имя. Микель, Микель. Выглядываю, призрак, больше остальных. И таким холодом от него било, что аж стекла инеем покрылись. Этот призрак. Расскажи мне о нем побольше. Он вроде был умнее остальных. Как будто он знал, все знал. Только тебе, наверное, это не сильно поможет, да? Ты прости, но я и видел-то его всего раз. А потом он куда-то пропал. Эти духи появились здесь не без причины. Что-то их привлекло. Какие будут мысли? Понятия не имею. Тут же ничего нет. Маяк, моя хата и все, одни голые скалы. Даже утопцы знают, что на Эльберге искать нечего. Странно это все. Мне нужно осмотреться. Тогда возьми ключ от маяка, если захочешь и там посмотреть. Или укрыться от чего-нибудь. Покончим с этим! Символы связи. Проявление злой воли, направленной и сконцентрированной. Значит, проклятие. Оно и держит здесь призраков. Покаянник? Хорошо, что он пока не появился. В таком тумане и в темноте убить его будет невозможно. Нужно зажечь маяк. Если проклят Микель, то проклятие удерживает его в этом месте. Только он может разжечь огонь, который снимет чары.
это письмо... Ну вот, пожалуйста, под фонарем темнее всего. О, это ты. Узнал что-нибудь? Оказывается, на этот остров приходит покаянник. Это дух, который наказывает за злые дела, за преступления. Например, такое преступление. Заманивать корабли на скалы, чтобы потом их грабить. Не выкручивайся. Я нашел письмо. Все равно дракары то и дело тонут. Это ж море. А если он у острова разобьется, так хоть товар напрасно не пропадет. Вернемся к этому позже. Сперва ты должен мне помочь. Но как? Воин из меня никакой. Догадываюсь. Но проклятие связывает тебя и это место, так что только ты сможешь его снять. К счастью, тебе придется просто разжечь огонь на маяке, ибо покуда остров покрыт мраком, покаянник непобедим. Если я отсюда выйду, этот призрак меня убьет. Я чувствую это. Может, ты сам? Я буду тебя защищать. Хватит искать отговорки, просто возьми масло для лампы и пойдем, пока я не передумал. Смотри! Вон там! Это он! Я вижу, не ори, просто зажги огонь на маяке и помни. Если ты напортачишь, покаянник сперва убьет меня, а потом тебя. У тебя сегодня плохой день. Быстрее! Не знаю, сколько я еще выдержу. Гнусный же ты. Неплохо. Маяк загорелся. Наконец-то. Теперь за дело.
получилось? Получилось. Но это вовсе не значит, что остров в безопасности. Потому что на нем остаешься ты. Сторож маяка, который заманивает корабли на скалы. Это была ошибка. Теперь я понимаю. Клянусь Фрей и всеми богами Большой Земли, больше никогда. Лучше тебе сдержать слово, потому что если я когда-нибудь услышу, что у берегов Эльдберга разбился какой-нибудь корабль, хоть маленькая лодка, то я вернусь сюда и закончу дело покаянника. Понял? Да как же я... Угу, понял. Похоже, дождь собирается. Да, Геральт. Я убил чудовище на маяке. Это был покаянник. Очень опасный вид призрака и очень редкий. Так откуда же он взялся на Эльдберге? Такой спокойный остров. Даже сирены там гнезд не вьют. Кто-то совершил там преступление. Что-то ужасное. Подробности спроси у Микьеля. Интересный он человек. Интереснее, чем могло показаться на первый взгляд. Ну да неважно. Поговорим лучше о моей награде. Прошу. Я все заранее приготовил. Ты заслужил каждую монету и выпивку. За твое здоровье! Бывай. Снова. Понравился тебе наш мед, приблуда? Ничего так, спасибо. Так купи себе бочонок на дорогу и проваливай. Вижу, вы ничего не уразумели про законы гостеприимства. Что поделать, придется поучить вас покрепче. Спасибо, Йорунд. Вместе драться всегда веселее. Оставь свои горшки! Сейчас начнется! Чужой меня? Такого оскорбления я не спущу. Йорун! Эй! Спрячьте железо!
хоть раз с ведьмаком дрался? Вот сука! Столько набегов, войн, поединков. И сдохнуть от такой мелочи. Успокойся, я приведу знахаря. Не надо. Он пробил мне легкое. Я захлебнусь кровью. Выливай иногда немного меду в память обо мне, Йорунде, сыне Сигвальда, который жил достойно, а умер глупо. Твои сыновья, они... Что с ними? Говори же, дьявол! Они погибли от руки какого-то чужака. Кори! У меня было всего 2 сыновей, а ты их убил. Ты прервал мой род. Очень жаль, но не я искал ссоры. Разве чужой скажет правду? Кто первый вытащил меч? Не знаю, все быстро случилось. А мы уже по паре рогов осушили. Я убил чудище с маяка, которое вас донимало, и этим вы мне отплатили? Мы отплатили золотом. Ничего мы тебе больше не должны. Я не хочу проливать больше крови, но если нужно, буду защищаться. Ты будешь защищаться перед судом Ярла. Если Лугас Безумный признает, что ты невиновен, ты будешь свободен. Значит, мне отдаться на суд человека, прозванного Безумным. Или сражаться со всей деревней. А всех тебе не одолеть. Будь у тебя хоть 3 меча. Будь по-вашему, видите? Вот ведь сходил в кабак. Три года. 3 долбанных года с кайлом в руке. Интересно, а с кайлом у тебя так же хорошо выйдет, как с мечом? Что такое?
Когда меня будут судить? Когда Ярл тебя призовет. Значит, не скоро. Чем дольше сидишь в каменоломнях, тем меньше выступаешь, как придет срок суда. Этот здесь 2-й год. Он тот 3-й. У меня нет времени, я ищу одного человека. Да срать я хотел, что ты там ищешь. Бери кирку и за работу. Заскучал? Берись за кайло. Лугас ведь сказал, что суд будет сегодня. Ты забыл? Да, верно. Пойдем. Мой род существует еще со времен Убина Великого. А этот пес его прервал. За это он должен умереть. Я здесь творю суд, Лейф. Помни об этом. Ведь это приблуда. Чужак. Он не заслужил ни суда, ни даже смерти от меча. Он... Не прерывайтесь. Я с удовольствием послушаю. Геральт, не думал, что мы так быстро увидимся вновь. Ты пригласил меня в свои земли. Сказал, что я найду здесь работу. Да, убивать чудовищ, не людей. Перейдем к делу. Лейф утверждает, что ты убил его сыновей, Кори и Краки. Что ты на это скажешь? Я защищал себя и Йорунда. Никто не подтвердил твоих слов. И не подтвердит. Всегда проще повесить чужака, чем осудить своего, так? Ха! А ты за словом в карман не лезешь. За словом? Он меня оскорбил, Ярл. Меня и весь наш клан. Закон предков гласит, что... Тихо! Я уже принял решение. Геральт из Ривии, я признаю тебя виновным в двойном убийстве. Наказанием за это будет смерть через удушение. Но ты можешь откупиться, выплатив вес Кори и Краки серебром. Ты знаешь, что у меня нет таких денег. Разве что парни были гораздо легче, чем выглядели. Прекрасно это знаю. Я сам заплачу отступные. Что? Это против всех законов. Законы здесь устанавливаю я. Возвращайся домой, Лейф. Если ты меня разозлишь, привяжу тебе мешок с этим серебром к шее и сброшу в море. Зачем весь этот театр? Если ты хотел нанять ведьмака, сразу так бы и сказал, обошлось бы дешевле. Скажи мне, ведьмак, есть у тебя честь? Есть. Я уладил дело с Лейфом от твоего имени. А значит, у тебя передо мной долг чести. И ты обязан сделать то, что я прикажу. Поэтому слушай внимательно. Мой сын Лугас Синий ушел в поход. Но не в набег против черных и не грабить монастыри. Вздумал он отправиться к пещере снов. Это к югу от острова. Оттуда не возвращаются. Ты умный мужик и с мечом обращаться умеешь. А эти два свойства редко встречаются вместе. Так что ты должен ему помочь. Мне нужен наследник, каким бы он ни был. Забирай свои вещи и делай, что я сказал. Или ты навсегда потеряешь честь и имя.
Начистил лугой Сурыла, а теперь вот так запросто Бедный по ты. улицам. Тоже вчера был. На погибель черных! Глаз с него не спускать. Ну и лужи будут. А пусть льет хоть до самого Рагнарёка. Глаза его видел? Тебе здесь чего? Я хочу говорить с Лугасом Синим. Слышал? Он хочет говорить с Лугасом. А может и Фрей трахнуть тебе хочется, а, приблуда? Лугас меня ждет, веди. Верно. Пойдем. Чё? Я что-то не понял. Ну, постой здесь, подумай. Говорят,
как придет Рагнарёк, из пещеры выйдут твари. Ты знаешь, когда на моем дракаре в последний раз были люди с большой земли? Не знаю. Когда я вез пленников из Велена на невольничий рынок в Назаире. Говори, зачем приперся? Твой отец решил, что тебе пригодится помощь ведьмака, а я перед ним в долгу, поэтому... Говорил я ему, чтобы он не вмешивался, что я сам справлюсь. Может, и не справишься. Пещера снов — место вроде небезопасное. Смертельно опасное, потому я туда и иду. Ладно, пусть так. А то старик опять разворчится. Я уже собирался выходить. Ты готов? Что ждет нас в этой пещере снов? Это зависит только от нас, потому что... позже объясню. Можем отправляться. Это далеко? Не, на полет камня. Соберем только остальных ребят и пойдем. Посмотрим, сколько правды в легендах. Это лучшие воины моей дружины, Геральт. Они пойдут с нами. Йорульфа, прозванного Росомахой, ты уже знаешь. Здоров. А это Уве Молчун. Почему Уве такой тихий? Потому что у него нет языка. А что случилось? Он лизнул железку на морозе? Он отрезал себе язык за то, что пьяным поносил короля Брана. Потерял голос, но сохранил честь. Интересные у вас обычаи. Прежде чем отправимся, скажите, наконец, что-нибудь про эту пещеру. Хоть пойму, с чем буду сражаться. Это можешь знать только ты. Старцы говорят, что в пещере снов нужно сразиться с тем, чего больше всего боишься, с тем, из-за чего ночью просыпаешься с криком, с чем-то, что уже было, будет или может случиться. Интересно, чего может бояться убийца-чудовищ? Ну, довольно болтовни. Мечи наголо. Вперед! Уж чего-чего, но накеров я не боюсь. Это только начало. Настоящее испытание ждет в конце пещеры. Знаешь, как мы называем накеров на нашем языке? Понятия не имею. Нильфгард. Дети Нильфгарда. Потому что черные, трусливые и жаждут крови. Тотем, все верно. Теперь нужно съесть эти травы. Это еще зачем? Чтобы идти дальше, туда, где начинаются кошмары. Так гласит легенда. Так и сделаем. Что это за травы? Так, погоди, что там этот друид говорил? Болиголов, маг, сонная одурь и это, как ее, белина. Хо-хо. Так нас ждет неплохой забег. Ладно, давай. Вот, Уве, Йорульф, лопайте. До последнего зернышка. Я вот никакой разницы не чувствую. А ты, Уве? Если ты спрашиваешь у немого, значит, все-таки чувствуешь. Ну, пойдем. Пора сразиться со страхом.
Видите? Этого Финвала. Наверху. Большой он для Финвала. Это синий кит. Синий кит? С такой тупой мордой? Что-то на тебя нашло после этих трав. Да здравствует Бран! Ярл Тирша! Бран? Это невозможно. Я вижу, вы утомились в бою. Садитесь со мной. Выпейте меду, расскажите о своих приключениях. Благодарим тебя, король. Я не буду с тобой пить, старик. И не буду называть тебя королем. Сойди с трона, пока еще можешь сделать это своими силами. Уве, ты говоришь... Я только... Ты снова меня оскорбил, Уве Молчун. В первый раз я позволил тебе самому себя покарать и сохранить честь. А теперь ты умрешь, как Трелл. А твои останки я скормлю угрям. Слушайте, люди! Кто принесет мне голову Уве Молчуна, получит в командование собственный драккар. Что, драться расхотелось? Вот так! Эй, глядите, летучие рыбы. И что же тут странного? На море то и дело таких видно. Но у тех-то и крылья есть. А эти, они словно плывут. Я знаю этот драккар. Знаешь, это же лодка твоего отца. Лодка, которую ты разбила скалы, заслушавшись нашим пением. Я перебью вас! Перебью, морские шлюхи! Попытайся. От жизни ты ему все равно не вернешь. Ты сам убил его. Сын убил отца. Сейчас мы с тобой потанцуем! Заклад! Со Скеллиге! Йорун, это был несчастный случай. Альтинг снял с тебя обвинение. Но он не снял груза с моей души. Пойдем отсюда.
убьешь одно чудище, лезет следующее. Это и есть кошмар ведьмака? Нет, это повседневность. Тишина, покой. Подозрительно. Это должно быть мой сон. Я не боюсь ничего. Ты ничего не боишься. Ты наделал штаны, когда молния ударила в дерево около дома. Мне было 3 года. Я уже 100 раз показал, что... Наделал штаны перед всей деревней. Такой стыд. Сын Ярла. Надо было тебя выгнать. Ты только видение. Призрак. Призрак твоего отца, которого ты боишься, потому что знаешь, что в подметке ему не годишься, что ты его разочаровал. Я лучший воин, чем он когда-либо был. Докажи это, засранец! Умри, скотина! Сейчас мы с тобой потанцуем! Заклад! За Скеллиге! И кто лучший воин? Кто? Луга, составь его! Это только призрак! Ну не годится так! Король! Король дикой охоты! Умри, скотина! Пошли у седла. Она все равно будет моей. Через мой труп. Как пожелаешь. Вставай, Геральт! Ты выплатил свой долг. Ты свободен. Ты скажешь отцу, с чем тебе пришлось сразиться в пещере снов? Конечно. Ведь я же его не боюсь, а? Это была честь сражаться рядом с тобой. Будь здоров, Геральт.
Ох, ну и вонь. Повешу твою башку у седла. Нехорошо.
черт! Покажи, что умеешь. Спасибо. Без тебя я бы здесь умер с голоду. Или со страху. Достаньте его! Азуль, заходи сзади! Кровь за кровь! Давай сюда! А ну, снимай все, что есть. Иди сюда. Достаньте его. Я возьму его мечи, а кто будет драться лучше других, получит доспехи. Давай сюда! Ну давай.
Ну, сколько мне еще ждать? А ну, снимай все, что есть. Настаньте. Сейчас усну. Отец меня убьет. А потом убьет Хаварда. Твой отец никого не будет убивать. Корыто за корытом, и тогда самой сраной смерти. Приветствую, путник. Я нашел украденный рог и убил воров. Досадно. Люди-то были не злые. Они не оставили мне выбора. Как насчет награды? Возьми и в следующий раз убивай лучше чудовищ. Глаза у него раскосые. Похоже, зареканец. Был такой бледный, а потом... Чего ты ищешь, пришелец? Ты!
Приезжают тут всякие из большой земли, а нам И по потом душе их мне трупы из такое корчмы странство. выносить. Привет. Хочешь взглянуть на наши запасы? Я так понимаю, это все продается? Оружие не должно собирать пыль. Особенно если найдется кто-то, кто сумеет его оценить. Да я вижу, зериканские зефары, махакамские топоры, верледанки. Откуда у вас столько товаров с большой земли? Море дает. А если не дает добром, вы отрубаете руку вместе с мечом? А что, думал, волны выбросили все это на берег вместе с ракушками? Что еще вы привозите из походов? Да все самое нужное привозим. Дорогие вина, шелка, драгоценности. Ну и женщин. Должен же кто-то этим пользоваться. А ты слышал об орущей Гульде по прозванию Бездна, которая бабка Лукаса Безумного? А Сансой Золотоволосой? Ха, она в свое время была самой красивой женщиной в мире. И обе были полонянками. Покажи мне свои товары. Я бы не отказался от партии в Гвинт.
По горам разбойники. Приблуда. Был пленный. Норвин? Кто знает. Интересно, такой ли ты крепкий, как выглядишь? Ну? Красивые мечи. Поспорили, Но по который мне лучше голыми добрый руками топор. медведя задушит. Первый медведя за горло. А тут... Я за тобой слежу. Откуда ты об этом знаешь? О! Эй, ты!